Готовим картошку-гармошку в духовке. Картофель почистить, помыть, обсушить. И теперь мы его будем нарезать. Берем обычную столовую ложку, кладем картошку и нарезаем. Ложка нам поможет не разрезать картошку до конца. Делаем такие надрезы. Расстояние где-то 0,7 мм. Вот такая она у нас получается, ровная, красивая и ничего не разрезано. Сало. Предварительно я его положила в морозилку буквально на 40 минут, так оно легче будет нарезаться. Нарезаем тонкими ломтиками. И теперь в каждый разрез картошки вставляем ломтик сала. Итак, подготавливаем форму. Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом и выкладываем подготовленную картошку. Солим. Перчим. И я еще посыпаю смесью перцев. Также вы можете добавить любые специи по вашему вкусу. Чеснок пропускаем через пресс и равномерно распределяем по картошке. Накрываем форму фольгой. Плотно все запаковываем и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 190 градусов 60 минут. Затем достаем из духовки, снимаем фольгу, проверяем на готовность. Если она еще не готова, накрываем фольгой и запекаем еще немножко. Если готова, отправляем на 10 минут, чтобы слегка зарумянилась. Затем достаем, посыпаем зеленью и подаем к столу. Картофель получается безумно вкусный, очень сочный, сытный. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Салат машеровский. Мелко нарезаем один репчатый лук. Кладем его на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до прозрачности. 400 грамм шампиньонов нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к луку. Через некоторое время грибы пустят сок. Жарим, пока не выпарится жидкость. Жидкость выпарилась. Солим по вкусу. Перемешиваем. Снимаем с огня и даем остыть. Небольшими кубиками нарезаем одну вареную морковь, 3 маринованных огурца, 4-5 вареных картофеля, 300 грамм отварного куриного филе. Я его отварила с добавлением соли, перца горошком, лаврового листа и остудила в бульоне. 4 вареных яйца. Все нарезаем так, как обычно на оливье. В миску кладем грибы, морковь, огурцы, картофель, куриное филе, яйца, солим по вкусу, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Даем салату пропитаться и подаем. Получается очень вкусный и сытный салат. По вкусу напоминает салат оливье. Замечательно подойдет как для праздничного стола, так и разнообразит повседневное меню. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную закуску – грибы закусочные. Вешенки 600 грамм разбираем на грибочки.
Если крупные, разрезаем на 2-3 части. Подготовленные грибы кладем в кастрюлю. Добавляем 2 столовые ложки соли без горки. Заливаем холодной водой. И ставим на огонь. Доводим до кипения. Когда закипит, убавляем огонь и варим 10 минут, периодически снимая пену. Затем сливаем воду и перекладываем на тарелку, чтобы быстрее остыли. Одну крупную морковь натираем на терке для корейской моркови. Один репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Один небольшой болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. К моркови добавляем лук, и перец. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа и зеленый лук. К овощам добавляем зелень, 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, 1 чайную ложку смеси перцев, пол чайной ложки молотого кориандра, пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара без горки, 2 столовые ложки 9% уксуса, 50 мл растительного масла и хорошо перемешиваем. Добавляем остывшие грибы и еще раз хорошо перемешаем. Ставим в холодильник промариноваться часа на 2. Закуска получается просто бесподобная, а на праздничном столе разлетается за считанные минуты. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную и нежную закуску тарталетки с креветками. В чашу блендера кладем 2 вареных яйца, крабовые палочки 4 штуки, добавляем 1 столовую ложку майонеза и перебиваем все до однородной консистенции. Вот такая получается паста. Тарталетки наполняем крабовой пастой. Я использую вафельные тарталетки, так как паста очень нежная и тарталетки из песочного теста, на мой взгляд, не очень подходят. Украшаем креветками и петрушкой. И так делаем все остальные. Получается очень нежная и вкусная закуска. Готовится за считанные минуты. Красиво смотрится на праздничном столе. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Готовим очень вкусную закуску помидоры по-итальянски. 3 средних помидора нарезаем кружочками. Кладем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Еще я делаю такую закуску с мелкими помидорами. Мне так даже больше нравится. Я их просто разрезаю пополам. «100 грамм бастурмы нарезаем тонкой соломкой. «100 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке.
Кружочек помидора смазываем майонезом. Кстати, в майонез можно добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Получится более пикантней. Сегодня я делаю без чеснока. Сверху посыпаем бастурмой. И сыром. То же самое делаем с мелкими помидорами. Выкладываем на блюдо, украшаем петрушкой и подаем. Закуска получается очень вкусная и сочная, готовится за считанные минуты. Идеально подойдет для праздничного стола. Попробуйте приготовить. Мы готовим очень вкусную мясную закуску из курицы для праздничного стола. Нам понадобится 6 куриных бедер. Если бедра не очень большие, возьмите 7-8 штук. Я их уже заранее подготовила, удалила кожу, жир и кости. Подготовленные бедра кладем в пакет и отбиваем с двух сторон. Солим и перчим по вкусу. И оставляем мариноваться, пока подготовим другие продукты. – 200 граммов твердого сыра натираем на крупной терке. Теперь пожарим яичные блинчики. К одному яйцу добавляем щепотку соли и слегка взбиваем вилкой. Выливаем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим с двух сторон. Готовим 2 таких блинчика. Мелко нарезаем 3-4 средних шампиньона. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим 5-7 минут, пока не выпарится жидкость. Затем солим, перемешиваем и снимаем с огня, даем остыть. Я буду готовить вот в такой силиконовой форме. Размер формы: длина 23 см, ширина 9 см, высота 6 см. Но подойдет любая. Форму застилаем бумагой для выпечки. Бумагу используйте хорошего качества или застилайте фольгой. И выкладываем слоями. Первый слой куриные бедра. Если надо, где-то подрезаем. Затем яичный блинчик. Разрезаем его и выкладываем по форме. Сверху остывшие грибы. Распределяем равномерно. Половину сыра. И повторяем слои, но уже без грибов. Если у вас нет такой формы, можно просто сложить все так же слоями и хорошо завернуть в фольгу. Последний слой курица. Накрываем бумагой. И ставим в разогретую духовку, запекаем 45-50 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из духовки, оставляем при комнатной температуре, чтобы остыло, а затем кладем небольшой груз, у меня это пол-литровая бутылка, и ставим в холодильник на ночь. У меня ночь простояла, убираем груз
Вынимаем из формы. И сейчас я покажу, как выглядит в разрезе. Получается очень сочная, вкусная мясная закуска. Красиво смотрится в разрезе, хорошо держит форму. Такая закуска нравится всем и никогда не задерживается на праздничном столе. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам тоже понравится. Новогодний салат «Часы». 400 граммов куриного филе отвариваем с добавлением соли, перца горошком и лаврового листа. Даем остыть в бульоне и разбираем на волокна. 4 вареных яйца делим на белки и желтки. И по отдельности натираем на мелкой терке. Также на мелкой терке натираем 100 граммов твердого сыра. На блюдо кладем кольцо от разъемной формы диаметр 20 см и выкладываем слоями. Куриное филе смазываем майонезом. Морковь по-корейски 150 граммов. Делаем сеточку из майонеза, желтки, немного майонеза, сыр, майонез и последний слой белки. Распределяем равномерно и ставим в холодильник пропитаться часа на 2. Перед подачей снимаем кольцо от формы и украшаем. Часы я сделала из вареной моркови и украсила петрушкой. Салат получается очень вкусный и сочный. Он станет украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить. Готовим очень сочное, вкусное мясное блюдо – пенечки. Мелко нарезаем одну большую луковицу. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до легкого золотистого цвета. Мелко нарезаем 250 грамм шампиньонов и добавляем к луку. Жарим до готовности. Снимаем с огня, перекладываем на тарелку, чтобы остыли. Мелко режем небольшой пучок укропа. В миску разбиваем 2 яйца, солим и слегка взбиваем венчиком или вилкой. Я буду делать 4 рулета, поэтому укроп и грибы я буду делить на 4 части. Четвертую часть зелени я добавляю к яйцам. И сюда же добавляю четвертую часть грибов. Перемешиваем и добавляем 1 столовую ложку муки без горки. И еще раз хорошо перемешиваем. На сковороду с разогретым подсолнечным маслом выливаем омлет и жарим с 2 сторон. Диаметр сковороды у меня 20 сантиметров. Теперь подготовим мясо. Я буду готовить из свиного ошейка. Можно использовать и другую часть мяса, но с ошейком мне нравится больше всего. 1 килограмм свиного ошейка я уже нарезала на порционные куски, как на отбивные. Берем одну часть мяса, кладем в пакет и отбиваем с 2 сторон. Затем солим и перчим.
На мясо кладем омлет и сворачиваем рулетом. Если у вас мясо получилось небольшого размера, то для омлета хватит и одного яйца. Рулет скрепляем зубочистками. В 3 местах будет достаточно. Теперь рулет панируем в муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. И так готовим остальные рулеты. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Это примерно 8-10 минут. Обжаренные рулеты кладем в форму для запекания, накрываем фольгой и доводим до готовности в духовке. Запекаем минут 30-35 при температуре 190 градусов. Достаем из духовки, обязательно не забываем вынимать зубочистки и нарезаем рулет на куски шириной 3-4 см. Получается очень вкусное и сочное мясное блюдо. Красиво смотрится на праздничном столе. По внешнему виду очень похоже на пенечки. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Готовим торт «Зимняя вишня». Яйца делим на белки и желтки. Белки взбиваем в легкую пену. Затем постепенно добавляем сахар, увеличиваем скорость и взбиваем до устойчивых пиков. Белки хорошо взбились, теперь по одному добавляем желтки. И когда все желтки будут добавлены, взбиваем еще 5 минут. В муку добавляем какао и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Теперь частями добавляем муку с какао к взбитым яйцам и аккуратно перемешиваем. Тесто получается очень легкое и воздушное. Берем разъемную форму, диаметр 26 см. Дно застилаем бумагой для выпечки, стенки ничем не смазываем. Перекладываем тесто в форму, разравниваем и ставим выпекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 50-60 минут. Затем выключаем духовку, приоткрываем дверцу духовки и оставляем там бисквит минут на 15-20, чтобы не было перепада температуры. Вынимаем, проверяем на готовность деревянной палочкой, она должна быть сухая. Затем проходим тонким ножом между бисквитом и формой и вынимаем бисквит. Перекладываем на решетку и даем настояться 6-7 часов. Разрезаем бисквит на 3 коржа. Жирные сливки 33%,
Взбиваем сначала на небольших оборотах, добавляем 10 грамм ванильного сахара и 2 столовые ложки обычного сахара. Сахар регулируйте по своему вкусу. Увеличиваем скорость и взбиваем до устойчивых пиков. Теперь собираем торт. На блюдо кладем первый корж, пропитываем вишневым сиропом, покрываем кремом, затем вишни, накрываем вторым коржом и поступаем точно так же, как и с первым. Кладем третий корж, пропитываем сиропом, покрываем кремом верх и бока торта. Украшаем. В центр торта кладем вишни. При помощи кондитерского мешка и насадки украсим сливками. Край торта посыпаем шоколадом. Ставим в холодильник пропитаться на 3-4 часа. Торт «Зимняя вишня» получается очень вкусный, сочный и нежный. Готовится просто. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями рецептами, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.